И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, 4-й сезон, и второй босс у нас в схватке в осаде уже заканчивается, можно сказать. Давайте посмотрим на команды для этого босса. Про самого босса я частично рассказывал в ролике с тест-сервера, да. Это у нас Гуленда, у него здесь есть одна особенность, она здесь не переведена. Он вот этим навыком боевым, он накладывает оглушение на ту цель, которую мы ему дадим, да, то есть первого встречного, на ближайшую. Он накладывает оглушение на 5 секунд, и каждую секунду будет по 10%, во-первых, сбивать энергии этой цели, да, и также каждую секунду по 10% он будет набирать свою энергию. Здесь он накладывает штраф к атаке и запрет усилений. Также у него здесь в начале боя, вот такая вот пассивная способность, в начале боя босс помечает ближайшего героя, опять того же самого, да, и тот получает урон в бою каждые полсекунды. Бой довольно-таки ощутимый, но его можно обходить. Первая команда — это команда Ледяного Взрыва. Она мало поменялась с первого босса. Принцип здесь тот же. Мы видим здесь сундука нашего замечательного мимика. Мы видим здесь Виньяру. И мы видим здесь Билдель. Билдель у нас абсолютно без всяких особенностей. Мы видим, да, что у нее таланта нету никакого на лечение, ничего нету. Просто обычная Билдель максимально в урон. Зорек у нас здесь тоже максимально в урон. Как обычно, обычный Зорек, да, максимум в атаку. Шина у нас здесь вот такая. У нее здесь вот этот предмет на увеличение урона. Почему именно у нее? Потому что у Виньяры вот этот предмет, да, и она будет щит постоянно давать именно Билдель, потому что босс будет бить именно Билдель. Фредгунда у нас вот такая с сундуком, и она у нас с сетом кукольника. Мы максимально критический шанс, критический урон делаем, да, и, ну, атаку можно на остаток. И здесь у нас, конечно же, важно боссу не давать использовать никакие навыки. При этом Билдель будет постоянно получать урон вот от этой способности. Поэтому Виньяра здесь должна быть с часами. Если она будет без часов и с маленьким количеством ускорения, то она просто не будет успевать обновлять постоянно щит Билдель, а Билдель здесь не имеет вообще лечения, да, и, соответственно, Билдель будет умирать. Если у вас Билдель умирает, вы можете поставить ей, во-первых, талант на лечение вот этот другой, да, вот который здесь находится, только другой, второй, не первый, а второй. Также вы можете поменять их местами. Дело в том, что у босса вот этот вот навык игнорирует сопротивление. Игнорирует. То есть мы ему сопротивляться не можем. Но у Виньяры иммунитет к контролю. Соответственно, во-первых, я столько рассказывал, да, но вообще как бы он ей не нужен, этот иммунитет, потому что мы боссу не дадим вообще его использовать. Поэтому, я просто оговорился, чтобы вы знали, что есть такой нюанс, что Виньяра, даже если этот навык использовать босс будет, то она в оглушение не попадет. И вы ставите сюда Виньяру и можете дать ей артефакт. Только уже, допустим, не часы, если часами она у вас будет плохо жить, либо будет жить хорошо, но лечение будет ей необходимо, которого она получать не будет. Вы можете дать ей попробовать вот этот артефакт. Он здесь будет постоянно давать длительное восстановление. Да, оно слабенькое, но при этом ей его будет достаточно. Потому что она будет сама себе давать щиты. Тогда ей вот этот предмет не нужен, потому что она сама себе урон, то, что увеличит, это не имеет никакого значения. Ну а Билдель тогда можно полностью одевать в урон, и никаких талантов на лечение ей не нужно будет. Расстановка здесь абсолютно не важна, единственное, что учитывайте, что Фредгунду надо ставить за Билдель. Пробуждение здесь тоже абсолютно не важно. Единственное, что Виньяра, да, у нее может, либо Билдель, если она Билдель здесь стоит, у нее может, конечно, живучесть, проседать. Но все равно я пробовал, и даже без пробуждений, то есть с меньшим количеством ускорения, то она все равно живет, она может танковать. При этом урон, что вот так вот, когда Виньяра танкует, что когда Билдель танкует, у меня лично он одинаковый. Схема снаряжения у нас вот такая. Тайминги у нас вот такие. Почему здесь 17 именно и 1, да? Потому что 17 слишком мало. У меня, по крайней мере, если ставишь 17, то они не успевают. А если ставишь 17.1, то они вовремя успевают в цикл. Почему именно 17.1, а не 18? Потому что у нас здесь есть вот этот вот баф. Ускорение навыков плюс 30. Ну и, собственно, вот такой вот урон они выдают. Можно, наверное, больше накрутить, но я просто первый попавшийся бой, да, сделал, и вот такой вот урон. Вторая команда — это команда разъедания. У нас здесь на себя удар принимает Джорн. Джорну нужна максимальная защита побольше, да, ну, очков здоровья, сука, получится. И сопротивление, достаточное количество. Также можете дать ему побольше ускорения и минимальное количество точности. Точность ему нужна для того, чтобы сбивать своим навыком энергию боссу. Да, он будет часто в оглушении, да, босс будет у него забирать энергию, но все равно он будет успевать иногда ходить. И он тем самым будет улучшать свою живучесть. Только для этого. Также ему вот этот талант у меня просто необходим. Без него он практически не живет. Этот щит будет позволять ему выживать. И поэтому здесь нужно сопротивление.
В остальном обычный Джорн, он здесь с сундуком, с этим сетом и с этим предметом, да. Остальных мы ставим вокруг него, ну, Шмыгл бежит вперед, поэтому она здесь не удел. Сакредея у нас вот такая. Одеваем мы ее как обычно. Шмыгли здесь опять же такая же, как и всегда. Одеваем как обычно, все то же самое. Рук у нас не совсем обычный. Я ему для того, чтобы он как можно больше использовал свой навык абсолютно, я ему дал больше ускорения. Может быть, я ошибся, и может быть, дело было в Джорне, который неравномерно производил заливку энергии. Не знаю. Рейта вот такая. Рейта у нас, кто не знал, она у нас штраф к атаке 2 раза накладывает, да, со своего боевого. Поэтому ракушка для нее прям замечательно подходит. В остальном она такая же, как и всегда. То есть точность, шанс крит удара близкий к 100%, крит урон как можно больше и атака на остаток. Ну и, соответственно, ускорение, если получится какое-то количество выбрать, да, дополнительно, то можете добавить. Лишним не будет. Код у нас вот такой. Если у вас будут проблемы с живучестью, и вы не хотите, либо вы не хотите заморачиваться, потому что эта команда может часто умирать, ставьте оленя. А ставьте оленя, тогда они будут жить просто, ну, без всяких проблем. Схема снаряжения у нас вот такая. Ну, а тайминги у нас вот такие. Так как у нас Сакредея в сете кукольника, у нее 15 секунд, да. А остальные у нас по умолчанию, потому что Шмыгли у нас от Джорна не получают энергии приток. Есть альтернатива, да, без рейты. Она с Агоком. Но здесь есть большое но. Во-первых, здесь урон, конечно же, меньше будет. Ну, по крайней мере, я не смог выбить столько же, сколько с рейтой. Здесь у нас Сакредея на разломе, поэтому это накладывает случайность наложения разлома. И плюс ко всему, давайте мы посмотрим эту команду. Агок у нас своим вот этим навыком, да, он, во-первых, накладывает бессмертие, а босс накладывает запрет усилений. Также Агок, когда лечит, тогда снимает ослабление. А, соответственно, пока он не наложит бессмертие, которое закончится, он не полечит и не снимет ослабление. Поэтому здесь проблема с таймингами. То есть мы не можем за счет того, что босс вот этим вот постоянно будет себе добирать энергию, мы не можем контролировать, какой именно цикл будет. Плюс ко всему, Джорн неравномерно заливает нас энергией. Плюс ко всему, он еще и будет тоже сбивать иногда. И угадать, когда использовать Агоку, его абсолютный навык так, чтобы она была до того, как он накладет на нас, наложит эти запрет усилений. Ну, это довольно-таки невозможно. Для меня невозможно. С помощью настройки таймингов. И это приходится делать вручную. То есть мы смотрим, как проходит бой, и я вот здесь вот Агоком, допустим, использую, да? Ну, где-нибудь здесь. Чтобы оно вот где-то здесь прошло бессмертие, он вылечил команду и, соответственно, снял ослабление. Ну, вот так вот, вот так вот. Агок у нас вот такой вот, он у меня с посохом для того, чтобы успевать за боссом. Босс очень много энергии набирает, да, он здесь с посохом, мало того, Джорн еще ему помогает, и у него еще дополнительное ускорение. Поэтому вот так вот. Только вот так вот. Если у вас не плюс 5 Агок, то надо добрать точности, сколько нужно, да. Хотя нет, можете не добирать, почему? Потому что здесь, в принципе, Джорн тоже накладывает, но лучше добрать, потому что Джорн будет в оглушении часто, да. Поэтому лучше доберите еще точности. В остальном обычный Агок. Третья команда, это команда неустрашимых, и она такая интересная, почему? Потому что мы видим здесь небесного аскета. Что же он тут делает? Ну вот схема снаряжения вот такая, да, видим, что типичная команда у нас, в принципе, единственное, что аскет еще пока под вопросом, да, зачем он здесь. Тайминги у нас вот такие вот. Опять же, та же история с 17 именно и 1. Я ставил 17, они у меня начинают сбиваться. 17 и 1, они ровно держат свою ротацию. Здесь у нас голем, да, ну и вот так вот. Кстати, он здесь не получает ускорения никакого, поэтому он все равно не будет успевать здесь. Поэтому этот тайминг излишний. Но если он у вас с талантом на ускорение вдруг, то тогда да, тогда он будет всегда вовремя делать прямо под них. Аскет, так как он в сете кукольника, у него здесь цикл 15 секунд. Зачем здесь аскет? Он здесь с одной целью. Он единственный из неустрашимых, который может держать удар на себе. Насколько я это понимаю. Потому что у него здесь есть замечательная пассивка, потому что она увеличивает уменьшение урона героя на 0,5, да? У него вот эти вот эффекты будут держаться, ну, довольно-таки продолжительное время. Здесь мы ему дали снижение урона. Мы его одеваем максимально в защиту. У меня тут защиты просто невероятное количество, 6000. На всякий случай я ему дал еще кражу здоровья вот этот. Он у нас в сете кукольника, максимально защиты, очки здоровья на остаток. В остальном все неважно. А цель у нас здесь вот такая. Просвещенность. Ей обязательно много просвещенности, прям обязательно. И вот этот вот предмет. Как только я его снял, у меня аскет перестал жить. Причем неважно, плюс 5, не плюс 5. 20% просвещенности, то, что он дает, это очень значительно влияет на ее лечение. Поэтому обязательно вот этот предмет ей ставьте.
Она у нас здесь с рогом. Если у вас есть проблемы с выживаемостью, аскета я имею в виду, можете рог заменить на вот этот вот алмаз. Он очень хорошо увеличивает лечение Ацилии, очень хорошо. Также вы можете ставить этот алмаз, если вам не хватает лечения без пробуждения. Я пробовал без пробуждения, она справляется. Но очень-очень-очень тяжело, и они очень часто умирают. Я пробовал больше ускорения навыков, там просвещенности как можно больше. Но опять же, с этой вещью. Но когда поставил алмаз вот тот, да, на лечение, стало заметно лучше, заметно стабильнее. Поэтому смотрите, без пробуждения Ацилия здесь играет. В том числе я снимал пробуждение небесному аскету. Но опять же, живут тогда плохо. Плохо, но живут. То есть выловить тот бой, который нужен, вы можете. Здесь у нас Настенка. Настенка обычная, абсолютно, то есть все в урон и все такое. Таланты вы здесь не обращайте внимания, 2 таланта вот этих. В коде, который я приложу, там будут вот эти таланты. Вот эти таланты. Таривол, тоже обычный таривол, у нас на разломе максимально критический шанс. И скорость атаки сколько получится, ну и точности, соответственно. Таланты вот такие. Это для того, чтобы, ну, кто-то другой, вот из этих двух, да, наносил больше урона. Ой, Живенев у нас вот здесь обычная тоже на урон, все максимально в урон. Никаких особенностей дополнительных. Если у вас нету Ацилии, вы можете поставить Роуз. Вся команда абсолютно такая же, как и была, да? Только здесь у нас стоит Роуз. Роуз мы, естественно, добавляем точности, максимально просвещенность, ускорение навыков, сколько получится. И вот такой вот набор снаряжения у нее. В чем проблема с Роуз? Она кидает штраф к скорости перезарядки. Это накладывает проблему с тем, что она может использовать свой навык тогда, когда босс не наложил ослабление. И то есть она, допустим, использует свой навык, должна снимать ослабления, а их еще нету. И после этого, допустим, босс уже накладывает свои ослабления. И мы с этими ослаблениями, со штрафом атаки, да, будем его бить. Из-за этого урон падает. Настроить тайминги из-за того, что мало того, что босс сам себя ускоряет, еще и мы его замедляем, да, и то мало ли оно пройдет, не пройдет. То есть здесь хаотичный тайминг, и поэтому контролировать это можно только, наверное, вручную. Но здесь есть но. Если мы будем Роуз вручную выжидать, да, чтобы снять именно ослабление, то она не будет накладывать штраф к атаке. А босс будет бить своим абсолютным навыком достаточно больно. И лечение нужное мы не будем давать аскету. Поэтому просто лучше ставить на авто. Они выживают, хоть и с натягом, но выживают. За счет, в том числе, кстати, этого замедления. Тайминги здесь такие же, как и в предыдущей команде. Команду с призывом я тут не пробовал. Вы можете попробовать, возможно, она тоже успеет нанести свой урон какой-то неплохой, хотя он явно будет меньше, чем у всех остальных команд. Но если у вас выбора немного, да, то можете попробовать. И давайте посмотрим, как эти все команды в бою себя ведут. Я сделал отдельную часть, да, где они будут в бою себя показывать. Итак, неустрашимые с помощью Роуз. Вот здесь аскет получает оглушение. Ему съедают энергию, он быстро ее восстанавливает и периодически успевает использовать сет кукольника и, соответственно, держать наши тайминги. Ну, цикл я имею в виду. Роуз неплохо лечит, штраф к атаке плюс замедление, то есть это помогает ему выживать. Но из-за того, что они часто будут ходить под ослаблениями вот этими, то есть со штрафом атаки, урон здесь получается хуже, чем с Ацилией. Ну и плюс ко всему у Ацилии все-таки рог, он добавляет 15% к урону. Ну а в остальном видите, что живут они неплохо. Да, без пробуждений, конечно же, будет посложнее. Они будут чаще умирать. А вот так вот будет выглядеть бой, когда мы снимем пробуждение. Ну, я здесь не все снял, на всякий случай 2 штучки оставил, у Ацилии все снял. И мы видим, что аскет умирает. Методом перебора боев, да, можно заставить его выжить. Ну, то есть найти тот бой, когда он выживет. Либо мы ставим вот этот артефакт и смотрим, как у нас изменится бой. И мы видим, что аскет живет вообще без проблем. То есть лечение у Ацилии такое, что проблемы все с его выживаемостью пропали. И с выживаемостью команды. Очень сильный артефакт, конкретно для этой ситуации. Ну, в общем, вот так. Команда с Агоком разъедания. Давайте посмотрим, что у них в бою будет.
Я сначала пробовал выискать тайминг, чтобы это делать на авто, но это не получается. Рано или поздно все равно Агок начнет либо слишком рано, либо слишком поздно использовать свой навык, поэтому желательно его отключить и делать это вручную. К сожалению, вот так вот. Я не нащупал вариант автоматический. Хотя, знаете, методом перебора боев, может быть, на авто я имею в виду, может быть, получится найти тот самый хороший бой. Вот сейчас у него, видите, что он не снял ослабление. Да, он снимает боевым, но какая-то задержка идет перед снятием, поэтому урон падает, неизбежно падает. Ну и урон, допустим, вместо 2 миллиардов у меня набивают они где-то 1,5. При этом с рейтой здесь все на авто, и вроде бы проблем никаких нету. Кроме того, что Джоран иногда может умирать. Щит, как вы видите, он здесь получает всегда щит, да, потому что сопротивляется вот этим ослаблениям. И этот щит, несколько ударов на себя вот от пассивного навыка от босса, он на себя принимает, и это помогает рейте его держать на плаву. Ну а так в остальном довольно-таки уверенно держится. За счет, конечно же, рейты. Ну и дальше здесь ничего такого не происходит. И последняя у нас команда ледяного взрыва. Видим, что за счет часов, да, за счет ускорения. Почти на старте у нас Виньяра дает щиты, Билдель. И постоянно их поддерживает. Обновляет. Боссу мы не даем использовать навык ни один. И держим его вот здесь. То есть Билдель получает урон только от пассивного навыка босса. Что позволяет за счет вот этих щитов, да, штрафа к атаке, жить ей без проблем весь бой. И если мы их поменяем местами, только тогда не забудем сову тоже переместить, то в принципе ничего не поменяется. Поменяется только то, что Виньяра не будет давать усиление урона за счет щита, да, то есть для Билдель. Поэтому я сказал, что ничего не поменяется. Поменяется, чуть меньше будет урон. На 10% у Билдель. Бонуса не будет. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.